Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Не перестаю вас благодарить за поддержку моего YouTube-канала. Сегодня для вас я подготовила тему про стратегическое планирование, а более конкретно учитывание худшего в себе. Когда человек что-то стратегически планирует или ставит перед собой какие-то цели, он обычно создает идеалистическую модель из всего хорошего, и там нету ни препятствий, нету ни проблемных аспектов личности. И пытаясь воплотить эту модель, человек терпит неудачу. И планируя, как говорят, не планируя, анализируя, делая работу над ошибками, он пытается проанализировать, вроде бы все учел, пытается сделать то же самое еще раз, например, снять видеоролик или написать пост, или же открыть новый бизнес, у него опять не получается. И в конечном итоге личность отказывается от той новой деятельности, которую она хотела освоить. Потому что ей кажется, что она все проанализировала и все сделала, и устала, а у нее ничего не получилось. То есть нам нужны наши удачи, потому что неудачи у нас формируют, отбивают желание что-то делать и формируют страх перед возможной болью. При стратегическом планировании, вот как я и говорила в начале, не хочется учитывать худшее в себе. Когда я говорю худшее в себе, я беру в кавычки слово худшее, не в прямом смысле. Давайте подумаем, если я решила что-то сделать, то что мне будет мешать? В первую очередь нам необходимо учесть внутреннего зверя. Не внутреннего зверя, а внутреннего зверя. Спокойно, без демонизации его. Давайте пофантазируем, что такое зверь. Ну вот звери, как они живут? Они пасутся там на поле или же охотятся за добычей. Да, травоядные пасутся, кушают травку, хищники преследуют жертву. То есть они добывают себе еду и едят эту еду. После того, как они поели, хочется поспать. Звери, помимо того, что едят, они еще размножаются, у них есть периоды спаривания. Звери спят и отдыхают, и они перестают отдыхать только им, когда что-то надо. То есть они что-то делают, когда им надо добыть еду или надо переместиться из одного места в другое. Ни один зверь не работает по собственной воле. То есть весь животный мир, который мы используем в своих целях, они принуждаемые человеком осуществлять какую-то работу. То есть у зверя нет желания работать. Вот точно так же и вот эта животная часть, такая телесная наша часть, она хочет есть, спать, размножаться, отдыхать и потихонечку прожить эту жизнь. То есть, когда мы говорим о каком-то труде, мы всегда говорим о приложении усилия, потому что для добывания еды у нас нет ощущения, что мы прикладываем усилия. Это такой порыв, и у нас как будто психика выдает ресурс на это. А когда, например, человек уже заработал, ему достаточно денег, у него есть эта мысль «достаточно денег», у него как будто теряется стимул. И люди, живущие из выживания, вот они относятся к работе как к добыванию еды. Вот это режим в состоянии выживания, как будто ты существо, за которым гонится какой-то хищник, и ты как будто бежишь именно от опасности. Если мы начинаем работать в таком формате, то это изматывает. Тебе как будто нельзя остановиться и нельзя позволить себе отдыхать. Но приступая к какому-то новому делу, нам необходимо понять вот эту нашу животную часть. Понять, что мы будем сталкиваться с инертностью, и нам как будто надо себя пугать для того, чтобы мы что-то делали. Нам надо себя запугивать. И если много этой животной части, то люди так и делают. Они себя запугивают, они себя именно страхом стимулируют к активности.
Но если убрать этот страх, смогу ли я активничать не как бегущее от ужаса животное, а как человек? Это вам на подумать вопрос и, возможно, написать комментарий. Второй момент. Человек, который делает какое-то дело, он будет гораздо продуктивнее, если он разберется с проекциями. Что такое разобраться с проекциями? Если мы входим с вами в режим, когда мы лучшие, мы поучаем кого-то или спасаем кого-то, то это не активность, это игра. Мы тратим на это силы, и, допустим, если у нас какой-то бизнес, и мы общаемся с партнерами, или же с сотрудниками, или же с коллегами, то, играя в эти игры нашего ложного «я», кто из нас лучше, кто из нас хуже, мы не можем быть продуктивнее. Как только появляется тот человек, которого нам хотелось бы победить, у нас здравый смысл выключается. Мы становимся менее эффективны. Мы задействованы уже полностью в разыгрывании какого-то сценария. Или же появляется человек, которого мы боимся. Мы как будто становимся маленькими, проецируем свое идеальное «я» и уже начинаем не делать дело, а стараться понравиться этому главному, угодить этому главному. Думаем, что скажет этот главный. И это тоже будет влиять на нашу эффективность. Не менее будет влиять на нашу эффективность, если нам захочется, чтобы все нами восхищались. Захочется, чтобы мы получили безусловное приятие. Нам хочется всем понравиться. Видите, здесь тоже не про дело, здесь про игру. Ну, вот такой элементарный процесс, как снимание роликов. То есть, если мы не научимся сдерживать свои проекции, будем проецировать их в зрителей, то у нас со зрителями возникнет странное взаимоотношение, где мы уже будем менее эффективны как специалисты. Третий момент– это учитывание эмоциональных штормов. Когда человек планирует стратегически свою деятельность, он туда не закладывает а, расход энергии и времени на переживание эмоций. То есть, если я не понимаю, что что-то меня может выбить из себя, и тогда я не смогу заниматься этой деятельностью, что я буду тратить время на переживание, то тогда я неправильно заложу ни время, ни усилия, ни период, за который я должна сделать эту работу. Ну, например, я живу в Киеве, и когда у нас есть массированные атаки баллистическими ракетами или же там беспилотниками, то в тот момент, когда идет непосредственно бомбежка, скажем так, я в этот период работать не могу полноценно. То есть вся моя энергия будет съедаться переживанием. И мне необходимо это учитывать, когда я планирую другие проекты. Или же учитывать свой день рождения близких. Или же учитывать, как обстоят дела в моей семье. Потому что все происходящее в личной жизни, оно будет непосредственно влиять на меня. То есть это будет забирать мою энергию. Итак, небольшой промежуточный итог. Я должна учитывать свою инертность. Я должна учитывать, что я могу вообще перестать работать, если мне не будет страха выживания. Я должна учитывать, что во мне есть животная часть, которая хочет есть, отдыхать и размножаться. Она ничего больше не хочет. Мне надо будет преодолеть эту инерцию. Мне надо учитывать игры, в которые я могу встрять вот в этих проекциях, или же раблей перед тем, кто лучше, или же попытка понравиться и стать лучше, спасать, поучать, или же попытка вступать в противоборство с кем-то. Это тоже забирает громадное количество энергии. Если я не буду помнить про это, если я не буду пресекать вот эти вот мысли у себя внутри, если не буду называть вещи своими именами, то тогда уйдет громадное количество энергии. Громадное количество энергии и уходит на всякие эмоциональные штуки, эмоциональный шторм.
Потом нам необходимо учитывать потерянное время. Что такое потерянное время? Когда я говорю потерянное время, я не говорю, что плохо его терять. Но потерянное время — это про наше эмоциональное залипание, это про какие-то наши грешки, скажем так. Это когда нам нравится играть в компьютерные игры, в шарики, раскладывать пасьянсы. Это тоже будет съедать мое время. И если я не буду закладывать вот эти свои страстишки, то я тоже не буду понимать, почему я не успела. Привычку смотреть YouTube-ролики на фоне, когда я его смотрю и не смотрю. То есть это для меня всего лишь способ отвлечься от того, что у меня внутри. Это залипание в сериал. Вот долго ждал, например, выход второго сезона, он вышел, и этот сериал мало того, что съедает твой вечер, ты еще ложишься поздно спать, и он съедает последующий день, когда ты не выспался, и ты менее эффективен. Это в нашу энергию, силы и время съедают, например, пустые разговоры. Многие люди втягивают в разговоры другого, и они потом вообще не понимают, почему они так долго говорили. И вот это пустое общение, которое не приносит нам удовольствия, но мы почему-то не можем его прекратить, тоже съедает наше время. Смотрите, а, какие большие куски нашего ресурса ушли во все эти пункты. То есть фактически у нас остается достаточно немного эффективного времени. То есть я говорю, я сделаю это за месяц, например, себе там в голове, или мне нужен месяц. И когда я говорю про этот месяц, я вот эти все пункты, которые я перечислила, как будто не учитываю. То есть продуктивной работы, делание конкретно этого у меня будет не месяц, а вот там в лучшем случае 3 дня из месяца. Ну, трое суток, 24, там 48 и так далее. То есть у меня будет не месяц, а у меня будет 3-4 дня эффективных. Помимо того, что уходит ресурс туда, я еще могу быть более или менее эффективна в моменте. Что это такое? Когда человек все-таки выделяет это время, он не смотрит сериал, он уговорил себя поработать, когда хотя хочется отдыхать. Он вышел из внутренних диалогов в голове с какими-то людьми. У него нет эмоционального шторма, вроде бы дома все нормально. Он садится как раз-таки делать. То есть вот этих 3-4 суток на самом деле продуктивных, за которых мы можем что-то сделать. Человек садится, и ему достаточно сложно сконцентрироваться. То есть эффективность нашей личности будет зависеть от того, на каком эмоциональном, на каком эволюционном этапе развития мы находимся, насколько быстро и а, реалистично работает наше сознание. То есть в этот момент вклинивания наконец-таки в дело мы можем войти с личностью, подготовленную к этому или неподготовленной. То есть вот этот вот экран нашего сознания, на котором мы отражаем это действие, прилагаем как действие и планируем, как мы будем действовать, или уже непосредственно действуем, мы уже туда пришли какими-то. Насколько мы умеем мыслить, насколько мы можем контролировать и управлять своими эмоциями, насколько у нас развит интеллект. Это уже как бы другая история, я про это уже, может быть, еще один какой-то ролик сниму. Но я обращаю ваше внимание, при стратегическом планировании, при отпускании себе какого-то времени на какое-то действие, попробуйте учесть и посчитать для себя. Вот я назвала 4 пункта, сколько каждый из этих пунктов забирает времени, какой процент. Когда вы это поймете, вам станет понятно, а на что обращать внимание. То есть, приступая к какому-то делу, я должна как-то договориться с собой отложить сериал. Или как-то договориться с собой минимализировать пустое общение. Или как-то договориться с собой уменьшить там, количество смотрения роликов или играния в пасьянсы или в шарики или в какие-то другие компьютерные игры. То есть человек не понимает, что это достойный соперник, и на это надо уделить время. Надо уметь
с собой договориться, чтобы это не делать хотя бы на время. Потому что тот человек, который не может признаться в вот этих всех проблемных моментах, он, а, и не учитывая их, становится их рабом. То есть если я делаю вид, что этого нету, то это точно будет иметь надо мной власть, потому что я как будто не готова к приходу вот этих всех вышеперечисленных аспектов. В общем, пишите, сколько у вас какой из них забирает, и, может быть, вы еще дополните какими-то пунктами, которые я не назвала. То есть, что съедает ваше продуктивное время. Напоминаю, что в ноябре у нас проект Connect состоит из двух частей, лекционная и практическая. На практической я буду проводить открытую сессию с кем-то и объяснять логику ее ведения. Этот проект не только для практикующих психологов, но и для тех, кто хочет научиться понимать, а что происходит в контакте. И, как всегда, зову вас на группу «Сталкер». Группа «Сталкер» идет постоянно. Это психоаналитическая практика, там, где мы на практике осваиваем теорию. Я с вами прощаюсь. До встречи.